Всем привет, господа водномоторники! В данном видео пойдет речь о нюансах при установке редуктора на лодочные моторы Tohatsu 5, либо все те китайские лодочные моторы, которые скопированы с Tohatsu 5. Если у вас на трансе висят две 200-ки или 3 350-ки, закрывайте это видео, потому что оно не для вас. Чтобы потом вы не писали, что мы снова снимаем видео про газонокосилки. Нам часто задают вопрос о том, как установить редуктор на мотор 5 лошадиных сил, потому что возникают трудности. Вот в этом видео мы и покажем. На примере лодочного мотора Parsun 5. Это очень хороший пример будет. Со снятием редуктора обычно проблем не возникает. Нужно включить заднюю передачу, снять заглушку, ослабить данный болт. Это муфта, которая соединяет верхнюю и нижнюю тяги переключения передач. И после этого открутить два болта, которые как раз закрепляют редуктор. После того, как вы провели ревизию водяной помпы или ремонт, или замену сальников, либо какие-то другие манипуляции, из-за которых вам пришлось снимать редуктор, редуктор нужно правильно установить обратно, иначе либо охлаждения не будет, либо не будет работать переключение передач. А может и просто редуктор у вас не зайдет. В первую очередь консистентной смазкой смазываем это резиновое уплотнение, в которое заходит трубка охлаждения. В том числе смазываем шлицы вертикального вала. Затем на редукторе нужно включить передачу вперед. Для этого тягу переключения тянем вверх до упора. Таким образом, проворачивая вертикальный вал, у нас винт должен вращаться по часовой стрелке. Передачу вперед мы включаем для удобства, для того, чтобы тяга была максимально длинной, для того, чтобы было легче попадать в отверстие, которое находится в Дейтвуде. Сам мотор необходимо подвесить вертикально. Это самое оптимальное и удобное положение для установки редуктора. Конструктивная особенность Tohatsu 5, которая перешла на китайские моторы, заключается в том, что корпус сальников, который устанавливается под двигатель, имеет длинную трубку. Например, на Yamaha 5 эта трубка короче. И хоть на Yamaha 5 тоже бывает проблематично установить редуктор, но по сравнению с установкой редуктора на Tohatsu, на Yamaha 5 это сделать гораздо проще. Задняя передача должна быть включена. Верхняя тяга переключения передач вот так болтается, поэтому ее нужно расположить так, чтобы было видно муфту, чтобы болт смотрел на нас, а не наоборот. Все, теперь мы устанавливаем редуктор. Нужно заранее приготовить болты, смазать их консистентной смазкой. Итак, попадаем вертикальным валом в отверстие. Далее попадаем тягой переключения передач в муфту. Затем нужно нащупать корпус сальников и попасть строго в отверстие. Не в сторону, иначе редуктор просто дальше не пойдет. Можно пальцем придержать муфту, чтобы она никуда не уезжала. Теперь у нас тяга уперлась в Дейтвуд. Я не стал снимать резиновое уплотнение, и чтобы попасть в отверстие, эту тягу нужно пальцем направить туда, куда надо. Далее попадаем в трубку охлаждения. Для этого можно пальцем нащупать направление. Затем будет видно фонариком через это отверстие, что мы попали в трубку. А затем проворачиваем маховик для того, чтобы шлицы коленчатого вала зашли в шлицы вертикального вала. Все, если все сделано правильно, то редуктор зайдет до конца от руки. Все, болты крепления редуктора затянуты. Ни в коем случае нельзя тянуть, если мы не убедились, что
редуктор не состыковался с Дедвудом от руки. Светим туда фонариком, убеждаемся в том, что трубка охлаждения попала в водяную помпу, потому что часто бывает, что в трубку не попадают, и трубка оказывается где-то мимо. Соединительную муфту разворачиваем так, чтобы болт смотрел на нас. Теперь важный момент – это правильная настройка переключения передач. Для этого тягу переключения толкаем максимально вниз, чтобы включить заднюю передачу, одновременно проворачивая гребной винт, иначе задняя передача может не включиться. Все, проверяем, что у нас задняя. Тяга переключения должна вот так почти полностью спрятаться. Теперь включаем заднюю передачу на моторе и затягиваем этот болт. После затяжки болта проверяем. Включаем нейтраль. При вращении гребного винта не должно быть никаких щелчков. Это нейтральная передача. Включаем передачу вперед. У нас включилась передача. Еще раз включаем нейтраль. Проверяем. Щелчков нет. Ни в одну, ни в другую сторону. И включаем заднюю передачу, но для этого нужно провернуть гребной винт. Все. Проверяем включение задней передачи. Переключение передач настроено. Теперь устанавливаем заглушку на место. И в принципе на этом вся работа завершена. На первый взгляд кажется, что все очень сложно, однако если потренироваться, то в дальнейшем проблем не будет. А тренироваться нужно для того, чтобы уметь обслуживать водяную помпу и не обращаться по всем пустякам в сервис. Основная проблема – это попасть в трубку, корпус сальников. И хотя на первый взгляд кажется, что отверстие здесь довольно большое, если сложить неудобство установки редуктора и неопытность, то уже это отверстие не кажется настолько большим. Запускаем мотор. Если все было сделано правильно, то после запуска с контрольного отверстия пойдет вода. Однако маленькое отверстие контрольки может забиваться, поэтому не надо сразу паниковать. Нужно взять какую-нибудь проволоку и попробовать прочистить это отверстие. Если же вода не пойдет, значит снимаем редуктор и смотрим, где накосячили. Все работает, вода идет, передачи переключаются, и это очень хорошо. Мы желаем вам здоровья, не болейте, а чтобы вам не было скучно сидеть дома, смотрите наши старые видео. На этом все, всем пока.